Вы знаете его как великого писателя и философа, но каким он был дома? Гением, который проповедовал любовь ко всему человечеству и при этом ненавидел собственных детей. Давайте честно, каким был Лев Толстой на самом деле. В молодости он был тем еще гулякой. Карты, цыгане, долги, которые родственники раздавали годами. Сам себя называл самым пустяшным малым. В дневниках писал о своем темпераменте как о чувстве оленя и корил себя за связь с женщинами. Но вывод сделал жесткий. Похоть можно оправдать только браком и рождением детей. В 30 лет он женился на 17-летней Софье Берс. Накануне свадьбы заставил ее читать свои дневники со всеми подробностями добрачных связей. Хотел быть честным. За 50 лет брака она родила ему 13 детей. 5 умерли в младенчестве. Она кормила грудью 11 детей, в сумме больше 13 лет. А когда врачи сказали, что новые роды ее убьют, Толстой пригрозил разводом, если она откажется. После духовного перелома он вообще разочаровался в семье. В дневниках писал про сына Сергея невозможно туп. Кастрированный ум, как у матери. Про другого сына такой же пошлый, как все. Софья Андреевна однажды сказала фразу, которая все объясняет. Он проповедует любовь ко всему человечеству, но ненавидит собственных детей. Он призывал к бедности, а сам жил в усадьбе с прислугой. Хотел раздать имущество, но оформил все на жену и детей, чтобы они взяли грех на себя. Он ненавидел авторские права, но тайно составил завещание. Лишив жену прав на поздние сочинения, в 80 лет он сбежал из дома. Умер на чужой станции, в доме начальника, в окружении врачей и газетчиков. Он не захотел видеть свою семью. Гений, который так и не научился быть просто человеком.